Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что следите за новыми выпусками. Пламен Пасков на связи прямо сейчас. Пламен, приветствую вас. Приветствую вас и вашу большую, любознательную, жаркую и, наверное, слишком, как сказать, перенервничающую уже аудиторию. Ну, смотрите, некоторые сохраняют, холодной температуру крови в жилах, Олимпийское потому что спокойствие. мы тут на самом деле все понимаем, что вот этот вот Трамп, который гонит коней, push the horses, как говорил Усик, это вообще немного о другом. Потому что у Зеленского большие проблемы, и дедлайн, который выдвинул, новый дедлайн, который выдвинул Трамп, сейчас очень по косточкам пытаются эксперты разобрать. И не складывается. То есть получается, что эти тарифы и пошлины для России на войну как-то не очень влияют. Какие мысли у вас по поводу этого дедлайна? И главный, наверное, вопрос, политический. А зачем это нужно было Трампу сейчас? Слушайте, последние, особенно полгода, наверное, практически уже даже чуть больше, Трамп производил несколько раз сильно полярное впечатление, причем у одних и тех же людей, причем за очень короткого периода времени. В рамках нескольких дней он казался дураком, эмоциональным, взбалмошным, человеком, скажем так, почти не из мира сего, ну, какой-то недоповзрослевший ребенок подросткового возраста с некоторыми эмоциональными, скажем так, перенапрягами и максимализмом. А с другой стороны, как посмотришь на остальные там события, действия, результаты, черт возьми, результаты самые важные. Оказывается, что на самом деле нельзя было недооценивать, нельзя было не прислушиваться, и все-таки надо было, по-хорошему надо было это иметь в виду. Я припоминал достаточно такой важный знаковый момент, когда он давал какому-то Ирану какие-то там 60 дней, и все об этом забыли, все хихикали, ха-ха, хихи, а что ты будешь делать с этим Ираном, шестой или седьмой или пятый, или какой американский флот туда пошлешь, ну как так? А на 61-й день 9 волн, 300 с чем-то самолетов Израиля, естественно, с военно-технологическим сотрудничеством и содействием и согласованием с Соединенными Государствами Америки. Вроде бы Израиль от первого лица единственного числа, но таких войн в 21 веке уже не бывает. Там всегда есть и прокси, там всегда есть и другие технические соучастники, которые в этом подключаются по законам военного времени. Это по-честному надо называть прямое совместное участие. И 61-й день вот так вот дал он такое добро. Сейчас идут какие-то 50 дней, какие-то санкции. Линдзи Грэм говорил 500, Трамп сказал, ладно, я добрый, на 100% будут. Причем и вторичные, и все остальные, которые там торгуют. И какой-то 18-й пакет, который вроде бы, как все остальные предыдущие 17 пакетов, почещет где-то, как-то неудобства, какие-то дискомфорты, наверное, вызовет. И, наверное, некоторые ущербы и некоторые уроны российской экономики и российской социальной и финансовой системе будут возникать. Найдутся пути обхода, да, это удорожание, да, это замедление, да, это неприятно, но жизнь продолжается, идем вперед, и эти санкции тоже отметаем в списке, галочка, прошли. Давайте следующее, посмотрим, как у вас с ними получится. В этот раз, понимаете ли, еще раз, я считаю, что ко всем этим надо относиться всерьез, потому что они специально дозируют эти санкции не так, чтобы уничтожить, разрушить, раздербанить и вообще-то ликвидировать Россию, для того, чтобы осуществлять определенные политические, болевые воздействия, которые дозируются на изменение определенных политических решений, поведений, либо отсутствие поведений, либо бездействия. А в конкретном случае, понимаете, на самом деле не шуточно. За прошлый год самый большой закупщик российской нефти конкретно, это была Индия. Индия даже до объявления вот этого 18-го пакета сказали, мы не хотим попадаться под этими санкциями, которым было понятно уже, что будет входить в эти 18-е, надо было просто их проголосовать, и они уже экстренным образом, масштабным, ударным начали заправляться, закупаться у других поставщиков. Китай, да, там труба, там много чего, там другое. Китай немножко другой статус. Китай тоже соблюдает банковские, черт возьми, санкции, то есть по поводу трансфертов.
на международные там расчеты и так далее, когда возникали вот эти санкции, Китай их соблюдал, и приходилось делать это обходными другими прокси-путями, которые уже обсуждали. Это тоже не суть. И если так посмотришь, там идут и другие определенные комплектующие, без которых вообще-то, ну уж извините, так называемое импортозамещение Российской Федерации даже серьезно не началось, а может быть даже вообще, кроме как на бумаге, не начиналось, хотя анонсировалось 2017, 2018, 2019, 20, ну, до 2020 года, до ковидного года, это каждый год говорит, что мы идем львиными шагами к этому импортозамещению. И происходило это главным образом на бумаге и переэтикетированием определенных там товаров либо других изделий, которые делались на сопредельной территории, на территории Беларуси, там, Армении, там, ну и России, в конце концов, ну и Казахстан, конечно. То есть это время я прекрасно помню. Поэтому считать, что вот это 18-й пакет, надо к нему относиться так же, ну, почти олимпийски спокойно, как к предыдущим 17 пакетам, ну, я вижу, что Эльвира Сахизадовна Набиуллина, хотя это точно не мой герой, но человек все-таки опытный, у нее никакого оптимизма насчет российской финансовой системы, особенно после осени, как-то не излучается, не обещается и не обсуждается. Она прямо предупреждает, что осенью не только у нас, но и у нас в России не просто возможно, я практически не вижу причин, чтобы это не случилось. Начнутся там обвал рынка, вообще-то финансовые большие крахи, в том числе и глобальные. То есть, понимаете, мировая система такая, и мы к ней прикреплены, мы от ней все еще не автономны, и нас помимо этого дополнительно бьют, что есть некоторые запасы прочности на несколько месяцев, после чего начнутся социальные сложности, как минимум, и серьезные социальные неудобства, которые, наверное, будут сильно больше, чем те социальные неудобства, которые были до этого. Я, конечно, не хочу апокалиптические, катастрофические картины рисовать, благо некоторые из этих данных мне, честно говоря, убегают. Кроме того, я вижу, что за этот период достаточно большие, более серьезные неприятности ждут не только Россию, но и Европейского Союза, и Америку, и многих других из главных акторов. То есть, кто кому какие болевые приемы будет делать, смотрим на вот эти октагоны, там, Ultimate Fight Championship, там, бой без правил, что называется, один душит одного, другой ему ключ ноги сделал, что вот-вот сломает, там, неизвестно, кому сейчас будет хуже, кто первый вообще-то, ну, наступит и break-even point, не break-even, точка невозвращения, no return point, как называется по-английски. Поэтому я все-таки хотел бы, конечно, поиздеваться. Мне это было бы в удовольствие насчет поведения Трампа, обещания Трампа, угрозы Трампа. Но горький опыт за эти 180 плюс дней его каденции нынешней указывает на то, что все-таки смотреть на эти вещи лучше всерьез, чем иронически. Иронически мы с вами можем. Нам от этого ничего. Но вот тем, которые нас смотрят, ну те, которые там выше, и на территории Украины, и на территории России, и на других там территориях, неважно, русскоязычных, лучше, чтобы они отнеслись к этому по-серьезному. Приготовиться к худшему, чтобы порадоваться, если будет какой-то чуть более оптимистический сценарий. Мы как-то немножко с водой выплескиваем ребенка. Но ведь это же ради того, чтобы война закончилась. Тут Туск выходит и говорит, вообще не объясняя причин, говорит, в ближайшее время, в общем, допускают он приостановку войны. Ну, его там не уточнил никто, ну, допускает и допускает, да, ну, может, что-то знает, Туск, да. Все делают очень интересные расклады и проводят, ну, мостик к внутриукраинской политике, в том числе. Потому что проблема у Зеленского колоссальная. Уже нашли его там, ну, его Межигорье, да, у Януковича было Межигорье, вот нашли Межигорье Зеленского. И там все как на подбор-то, Чернышов, Миндич, все, короче, кумовья, все вот эти там в Козине, у всех все хорошо. То есть, да, они там рядышком соседи, ну, класс. И уже активно бросают и вот это сюда, в топку больших политических проблем. 10 дней, которые отвел Трамп, и вот эти там пошлины, санкции, они прямо увязываются с тем, что происходит в украинской политике сейчас. Потому что, ну, условно, вы заметили, радости нет никакой у элит украинских. Они заняты другим, они заняты НАБУ, они заняты переголосовыванием этого законопроекта, они гасят внутренние пожары, потому что кажется, что на фоне
взбалмошного или очень продуманного перед катастрофической осенью Трампа, глобалисты бросают Украину. Не только Трамп умывает руки, а и вот эти глобалисты дают по рукам Зеленскому и уже всерьез говорят о замене Зеленского. Есть ли риск переворота в промежутке этого дедлайна? Вот 9 дней уже осталось. Вы, честно говоря, очень красивые вопросы задали. Начну сначала вашего вопроса. Хотя Туск об этом говорит, конец войны сейчас, конец войны никому не нужен. Давайте тогда говорить, нужно ли кому-то перемирие. Перемирие пока что тоже никому не нужно. Буквально никому. Хорошо, тогда спускаемся на уровень ниже. Может быть, нужно хотя бы прекращение огня, а вот прекращение огня нужно. А кому оно нужно? Оказывается, оно не нужно Зеленскому, в силу уже обсуждаемых причин. Это не нужно Путину, в силу тоже обсуждаемых причин. И это нужно только Трампу. Соответственно, Трамп начинает приводить вот эти болевые политические приемы. Что за болевые политические приемы? Оказывается, что хотя Трамп республиканец, хотя вроде бы консерватор, хотя вроде бы прошлая его каденция проходила под знаком «я пересушу это болото», то бишь я воюю с глубинным государством, я, понимаете ли, против глобальных бангстеров, я за изоляционистов. Но мы уже тоже обсуждали, что то, что он сохранил, во-первых, жизни, во-вторых, свободу, и в-третьих, дали ему выиграть с первого тура, буквально позволили, это было результатом определенной договоренности с частью вот этого же глубинного государства, то бишь глобальных бангстеров, которые переметнулись на его стороне, не обязательно поменяв при этом свою собственную идеологию. То есть они от этого изоляционистами не стали. Они сделали ставку на Трамп, оставаясь при этом глобальными бангстерами. И да, эти глобальные бангстеры сейчас проводят, на мой взгляд, классика, которая на Украине должна быть видна без дальнозорной трубы и даже без лупы Шерлока Холмса, где очевидно, что вот эти молодые девушки и мальчики, которые от Львова, Днепропетровска, Киева, там не пересчитать все большие города. Сначала был только Львов и Киев, потом за пару дней все это разрослось. Александр, давайте без дураков в конце концов-то. Разве можно считать, что у этих молодых мальчиков и девочек и так далее есть какие-то другие более насущные проблемы? Кроме того, закон НАБУ и там СОП, то есть специализированная там прокуратура, которая антикоррупционная, САП, не СОП, САП, которая называется, им этого какое дело? У них есть братья, у них есть, скажем так, отцы, у них есть родня, которые там сражаются, либо бусифицируют. Это я понял бы, если не выходили. А то, что они выходили бы по поводу какого-то коррупцию, там посмотрите, там возраст до 20, несколько до 25 выходят. Эти, что ли, седых волос вы там видите? Опытных людей там видите в жизни? Чтобы они стали об этом. Это означает, что всех этих молодчиков, естественно, определенной группой воздействия вывели на очередной Майдан, пока что без названия Майдан. И пока первые плакатики были «Верните, господин Зеленский, господин президент, вот этот закон, вету там, пожалуйста», хотя он, конечно, его утвердил. Давайте поспорим, что потом требования у них очень быстро, в рамках, наверное, пару недель, а может быть и быстрее, потому что вы правильно обозначили эти сроки, скорее всего, будут уже отставка Зеленского. И даже если он будет выполнять то, что они хотят, даже если он отзовет вот этого закона, у них уже будет требование отставка Зеленского, и количество их будет увеличиваться. И, слушайте, Александр, давайте задумаемся. Если вы ходили бы на какие-то митинги и протесты, бузили там в разные города, те же самые, кстати, города, не будем придумывать новые города, там Киев, Львов, Днепр, там Полтава и прочее, люди, родственники без вести пропавших, люди, родственники вот этих солдат, которые, сколько дней, уже 1000 с чем-то дней не возвращались домой, родственники тех солдат, которые погибли, не получили их трупы, не получили там выплаты. Я думаю, что молодчики Зеленского запросто бы их разогнали, жестко причем, потому что, понимаете ли, война, потому что, понимаете ли, военное положение, потому что не надо качать лодку, мотивы у них сразу найдутся, и так оно и было. То есть митинги там невозможны. А вот этот митинг, а вот этот протест, ему сказали, не трожь, потому что это наши.
Это наше мероприятие. На наше мероприятие у тебя правомочий нет. Соответственно, Зеленский их не трогает. Соответственно, они их доорганизуют, я не скажу, они организуются, их доорганизуют, их доувеличивают. Поэтому следует ли ожидать что-то в ближайшие 9 дней? Мне кажется, что вряд ли, вернее, мне кажется, что эта вероятность менее 20%. Потому что 9 дней Зеленскому, после этого они выйдут уже с плакатиками «Долой Зеленского». На то и ставятся такие сроки и такие условия, чтобы они были либо трудные, либо невозможные к выполнению. Они не ставятся для того, чтобы он действительно выполнил эти требования. Это классика жанра, этих цветных революций. Поэтому после этих 9 дней, скорее всего, будет другая ступень, куда они вверх туда пойдут, и посмотрим на, что называется, продолжение следует. А продолжение будет идти в сторону для Зеленского без обезболивающих, без подсладителей и без, скажем так, смягчающих, скажем так, обстоятельств. Он Так, сам выбрал смотрите, этот путь. давайте Знаете так. почему? Давайте так. Если, вот это очень важно сейчас, если прекращение огня нужно только Трампу, то как сбивать Зеленского во время войны? Ведь это война, продолжающаяся, с обстрелами, с продвижениями на фронте, пускай даже отрицательным продвижением ВСУ, она выгодна Зеленскому, потому что пока идет война, он находится у власти. Посмотрите, по масштабу и накалу вот этих скандалов, учиненных, кстати, западными кураторами, хозяевами, да, вот этими соросятами, кто как называет, он бы вряд ли пережил бы, если бы не было войны. Более того, некоторые до сих пор удивляются и говорят, рейтинг у него 16% был до войны. 16%. Катастрофический рейтинг и падение. Но с войной он стал героем и так далее. Все прекрасно понимают. С вторжением, имеется в виду, полномасштабным Российской Федерации на территорию Украины. Получается, что сейчас россиянам, если не всерьез хотят поменять власть и ситуацию в Украине, нужно просто остановиться. Но они что, не останавливаются? Почему? Потому что ни Донецкая, ни Запорожская, ни тем более Херсонская область, и даже некоторые маленькие куски Луганской, и, что еще более страшно, даже некоторые куски Белгородской и Курской области все еще не полностью зачищены. На таком сценарии останавливаться, я не вижу ни одной причины, почему надо останавливаться, когда действительно у противника все получается хуже и хуже. У нас есть хоть какой-то прогресс, и когда на противника начинают бочку катить его же кураторы. Кто стоит за Зеленским? Понимаете, здесь надо понять, почему против Зеленского пошел вот этот накат именно глобалистический. Вроде бы от имени Трампа, но на самом деле глобалистический. Потому что НАБУ, которого создавали 2014 год, в октябре, по-моему, и СОП, то бишь специализированная против организованной преступности прокуратура, это творение послемайданное. Это творения, которые делались буквально по запросу Международного валютного фонда и в которые включались ребята из Соединенных Государств Америки по поводу фондов из Америки и из Европейского Союза, причем по правилам игры вот эти ребята, вот эти структуры должны докладывать и синхронизировать свои действия и данные не с какой-нибудь другой службой, ФБР, Федеральное бюро расследований. Это удивительно, потому что это внутриамериканские структуры. Это не с ЦРУ они должны это согласовать, а с ФБР. Почему? Потому что ФБР прямо стучится в их налоговые службы, в американские. Американская налоговая служба следит за американскими деньгами, в том числе и по внешнему контуру власти, то бишь по направлениям, как на Украине, потому что, понимаете, абсолютно такие же структуры есть у нас и в Болгарии. Причем с подобными названиями. У нас это называется КПКОМПИ, не НАБУ. На болгарский лад более длинное название, не суть. И у нас тоже есть специализированная прокуратура. То есть во всех подконтрольных колонизированных территориях американцы создавали вот эти структуры для того, чтобы они докладывали, синхронизировали и контролировали всеми коррупционными процессами от имени именно главного коррупционера, коррупциодателя, то бишь
колонизатора, что там происходит для того, чтобы потом этим пользоваться. И если Зеленский хочет переподчинить вот эти две структуры главному прокурору, который подчинен ему на коротком поводке, это означает, что он встает на пути именно этих больших финансовых контролирующих органов США, то бишь глобальных банкстеров. Зеленский встал на пути тех, которые, а как? Единственные, которые все еще остаются, на стороне Зеленского, его подпирают и дают ему какую-то, не то что уверенность, а силой для сопротивления против этих же американских глобалистов, это левый берег реки Темзы, то бишь Лондонская Сити. Это те, которые не просто его подбадривают и дают ему какую-то силу уверенности, которые требуют от него такую форму поведения. Потому что иначе они действительно потеряют все, что было записано в этом столетнем договоре, который считался вершиной мастерства неоколонизации Великой Британии. И который потом Трамп разорвал клочками и заменил на другую бумажку, которая все еще, не будем ее, это уже другой разговор. Поэтому здесь по поводу Зеленского, вот эти сроки, Россия будет нападать, вернее, будет наступать, пока они могут, потому что для России тоже есть дедлайн. И этот дедлайн не 9 дней. Для России дедлайн это 3-го. До 3-го, что возьмете, то и будем обсуждать потом. И что не взяли, всем прощаю, что называется, уж извините меня. Поэтому здесь два разных дедлайна, совершенно другим смыслом, содержанием наполнены, 9-дневный и там 50, который, кстати, этот 50-дневный срок был 60-дневный, который вы просили по просьбе российской стороны 3 июля, и поскольку Трамп озвучил его 13 июля, поэтому он сказал, я дал 50 дней. Но, Александр, кто кому дает сроки? Это Халуй господину дает сроки или господин Халую дает сроки? Почему Россия не дала срок Америке? Я вам даю срок очистить, понимаете ли, территорию от ваших американских баз на всей Европе, по крайней мере, на Восточной Европе и так далее. То я вам даю срок, иначе вы получите российские санкции. Я такое за эти 35 лет не слышал. Даже за последние 3,5 года там не слышал ничего подобного. А если кто-то дает кому-то сроки, я припоминаю, что и Байден давал Путину сроки. На берегу славного Женевского озера 16 июня 2021 года, когда они выходили, все их спрашивали, о чем вы говорили и о чем вы договорились, Байден сказал, а я дал ему 6 месяцев сроки, посмотрим по результатам этих 6 месяцев, что будете, как будете, тогда вам кое-что скажу. Это Байден сказал, что дал Путину срок. Не Путин сказал, что Байден Просто понимаете, мы слишком высоко воспарили. Сегодня один из народных депутатов, он вряд ли, нет, я надеюсь, что он понимает то, что он сказал. Есть такой слуга народа, Мазурашу, да? Он сказал фантастическую вещь, которая, в чем фантастичность? В формулировке. На самом деле вещь страшная, но фантастично он как-то ее, он говорит... настолько выгорели солдаты на передовой вооруженных сил Украины, что они воспринимают смерть как облегчение. Понимаете, в чем дело? Когда мы называем вот эти сроки, дедлайны, вот это все обсуждаем, там у кого-то 3 сентября, костры Рябин, а у кого, смотрите, вот там 10 дней, 9 дней, там, да, вот. Тут же выходит Ермак и начинает, подбрасывать как может хворостинку в этот пожар, да, говорит, вот смотрите, Медведев, он там такой-сякой, там непонятно вообще состояние его, как он может вообще говорить о войне с целыми США. Мы забываем о людях, которые, чьими руками это делается. Мы забываем о состоянии армии, украинской в частности, и российской тоже, но я украинец, поэтому меня интересует вот украинская сторона. В российской тоже там разные процессы, и они по-разному, скажем так, накладываются на действительность. Но если говорить о ВСУ, об обороняющейся стороне, это же катастрофа, то, что происходит. А в это время этот Ермак, который подбрасывает геополитический хворост, оказывается, строит себе замок, да, во время войны. Оказывается, они вот это пытаются, оказывается, счета находятся в Британии у того же Ермака. То есть вот эта вот история, когда россияне, скажем так, опубличили эту информацию, все так улыбнулись мило и, понятное дело, не поверили.
Но для этого и они опубличили, чтобы все четко отдавали себе отчет, что дыма без огня не бывает. Когда сообщили, что на альпийском курорте Буданов, Ермак, да, и Залужный встречались с британцами, в общем, думали, как менять Зеленского. И, мол, мы там все сохраним себе, вот эти позиции, но Зеленского заменим, ну и так далее. Это вся вот эта история, ну, мы забываем о солдате, о человеке. Сегодня Зеленский продвигает идею о том, что давайте с 18 до 24 лет увеличим количество контрактов. Об этом он сказал во вчерашнем обращении, в вечернем разговоре с телефоном. И, мол, они будут дронами управлять. Знаем мы управление дронами, когда нехватка на фронте, берут дроноводов, пехотинцев, поваров, водителей и всех бросают в штурмы, в окопы обороняться. Или там куда-то пытаться там, тыкаться, наступать, чтобы перебить наступление. То есть война же каждый день забирает жизни. И можно сколь угодно смеяться над Трампом, как и представлять его там, ну, там, несведущим и идиотом, но вот то, что он повторяет до президентства, во время президентства, что надо остановить смерть, ну, смотрите, он прав в этом отношении. Получается, что Украина сейчас в капкане. То есть с Зеленским войну не остановить. Правильно делаю вывод? Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. Именно поэтому, если я, честно говоря, не видел, то, наверное, пропустил. Я не все успевал следить. То, что вы сказали, что была встреча такая в альпийских шикарных условиях вот этих фигурантов с британскими там рыцарями плаща и кинжала, и обсуждали именно вот такую тематику. Я думаю, что если такое было, то это была не инициатива этих фигурантов встречаться и с ними это обсуждать, а это рыцари плаща и кинжала Великой Британии их вызвали на обсуждение вот этого вопроса для того, чтобы озвучить им энное количество сценариев, как и на какие условия это должно быть сделано. А если они это сделали, мы сотни раз здесь в ваших передачах обсуждали, каков интерес Великой Британии на территории Украины, почему он сильно разнится от американского интереса и почему они действительно диаметрально противоположно в многих отношениях даже действуют чисто военным образом. А это означает, что британская сторона с американской стороны о чем-то уже договорились. И как-то вспоминается, что и Трамп вообще-то в Великой Британии, там им делал замечания по поводу ветропарков, но я уверен, не только по поводу ветропарков. Я уверен, и вопросы войны и мира не обсуждали, причем обсуждали дельным образом. Если Трамп ему пообещал, слушайте, убираем Зеленского, приступаем к плану Б, план Б заключается в том, что вот эта 50% концессия, которая у меня в руках на недрах, мы сядем здесь и как союзники военные, которыми мы с вами являемся, мы обсудим участие в вашей компании, ваша доля, и пусть и не будет этот 100-летний договор, но будет то, что будет достаточно уважительно и интересно для того, чтобы мы приступили к следующим действиям и шагам. И тогда, по-моему, они вызвали вот этих молодчиков, которые вы только что процитировали, им сообщили, как это должно быть сделано, и сказали, план А мягкий, Зеленский там подает отставку, безбедная, скажем так, старость, честно наворованными деньгами, пенсионный фонд у него обеспечен, там некоторые там другие паспорта и гражданство плюс юрисдикции тоже обеспечены, и действуем дальше. Если он будет сильно утыкаться, упираться, продолжаем действовать, и даже уже сроки хорошо известны, 9 дней. Но я думаю, что после этих 9 дней, я уже это говорю, повторюсь сейчас, я думаю, что просто тогда уже требования будут уже об отставке, а не о снятии вот этого закона. Ну, градация должна быть. Сразу так я припоминаю Майдан. Майдан Незалежности, который начался в начале ноября 2013 еще года. Многие об этом уже быстро забыли. Хотя цена была жестокая, и не надо об этом забывать. И закончился 18-21 февраля 2014 года. Но он тоже не начинал с какими-то требованиями, которые потом стали другими. Ну, сначала требовали от Януковича, чтобы он это самое подписал, он это самое отозвал. И он даже, если помните, 18, 19 и 20 января все подписал, что требовали. Майдан не разошелся, Майдан ужесточился, и уже все пошло совершенно по другой нарастающей вот этого же ужесточения. И закончились другими требованиями. И другим развитием, которое сейчас припоминать не будем. Не будем о грустном, что называется. Все хорошо известно. И все приказано уже забыть.
Даже деревья спилили там на улице Грушевского, где вот эти проектилы, вот эти снайперов четко указывали на точную траекторию, кто откуда стрелял и по кого стрелял, и кто убивал вот этих молодых людей, которые даже не понимали, откуда все это происходит. Я эти кадры видел, ну, там были на то записи, не будем сейчас их обсуждать. То есть сейчас примерно подобное, ну, слава богу, не совсем такая, время дело такое, но с другими коррективами. Поэтому Зеленский, да, вот эти молодые, красивые, юные, неопытные, которые сейчас бузуют против коррупции, не понимая, как это пишется, и не понимая, что это такое, с чем его едят, внезапно дополнится их усилят определенные другие активисты, которые будут уже требовать именно отставку Зеленского, либо голову ему там на плаху и что-нибудь другое там пожестче. Если он будет действительно упираться, внезапно окажется, что шеф СБУ, что шеф, там, не знаю, Беркут есть или нет, или как это там уже называется, ну, коротко говоря, этих силовиков, которые должны обеспечивать городские там правопорядки, внезапно откажутся выполнять этот приказ, ну, и их там бойцы что-то там схалтурят, ну, количественно там будет их недостаточно. Ну, коротко говоря, будет то, что было тогда. Коли нужно снести кого-то на этой территории, это работает так. И если на то уже есть единое мнение и американцев, и британцев, а если британцы действительно вызывали вот этих фигурантов в Альпах, это категорически решительно означает, что американская и британская сторона уже договорились, российскую сторону даже не рассматриваем, то да. Означает ли это, что фронт рассыпется? Ну, ту картину мрачную, которую вы описали, она совершенно такая и даже еще, наверное, мрачнее, если можно так сказать. Однако фронт все еще держится, то есть он управляемый, и да, отступает, но не сыпется. Ну, сказать, что он сыпется, что они делают какие-то прорывы больше 2-3, ну, до 5, до 8, даже до 8 километров, я не знаю такого случая. 2-3-5 километров прорывы есть. Ну, и какие-то бывшие населенные пункты, без никакого, естественно, уже никакого населения, все там собаки, кошки даже, уничтоженные блохи, наверное, да, тоже уже там погибли все героическим образом. Ну, такое да. Ну, чтобы где-то был рывок там километров 5, 10, 15, и чтобы было таких 4-5 мест, которые могут указывать на действительно прорывы фронта, ну, там лучше, конечно, Алексей Николаевич Арестович может это обсудить. Но я, с моей точки зрения, офицера-резервиста Болгарской народной армии 20-го, а не 21 века, мне кажется, что все еще фронт в тяжелом состоянии. Но сказать, что он неуправляемый, либо есть какие-то большие прорывы, либо сказать, что он сыпется, рановато. Может, он рассыпется через пару недель, буквально, или через пару дней, тоже возможно. Потому что это будет происходить очень быстро. Если несколько брешей появится, и грамотно другая сторона будет разыгрывать по правилам военного искусства, вот эти рывки и вот эти стрелы, которые вонзятся в сторону реки Днепр с российской стороны, это будет происходить за считанные дни. Ну, примерно как Харьковская операция. Это было сентябрь 2022 года. Когда что-то там не так, это происходит очень быстро. И 5 или 9 тысяч квадратных километров были очень быстро отыграны. Если кто-то помнит, это было, ну, вот так. Это действительно на войне именно так и делается. Но пока они держатся, да, состояние у них, наверное, ужасное, ну, но они держатся. Так что вот так. Смотрите, тут же какой момент очень важный. Так а на каких условиях войну закончить? Войну закончить можно обсуждать к 31-му, 34-му, даже 35-му году, потому что 34-й год это будет решающим годом. Поэтому никакую войну никто сейчас заканчивать не будет. Будет прекращение огня, что не является прекращением войны, и прекращение огня, которое не является даже перемирием. А прекращение огня может последовать каким-то перемирием до конца года, либо на следующий год. А может и не последовать. Может быть только прекращение огня на определенные условия, которые не будет являться прекращением войны. И потом будут многие нарушения, многие провокации, и по достижению определенных результатов, либо по недостижению определенных результатов, если на то воля Божья и, соответственно, определенные звезды и так сложатся, и вот эти олимпийские боги в этих двух Олимпах, Лондонской Сити и Уолл-стрит, решат что-то другое, ну, не греческие олимпийские боги, скажем так. Ну, вот так продолжится на все тяжкие. Понимаете, в чем дело? Просто кажется, что вот это продолжение войны, ну, я имею в виду горячие фазы, ну, вот это вот фронт и так далее, оно уже
Хоть вы и утверждаете, что это типа никто заканчивать не хочет, но давайте откровенно. Так а что это сейчас решает? У США и у Китая 90 дней опять отсрочка. Ну, по решениям, да, торговой сделки друг с другом. 90 дней. Условно, через 9 дней, гипотетически, да, Трамп же и Госдеп говорит о том, что мы сейчас введем вторичные пошлины. Ну вот, если ты покупаешь российское, ну, там нефть, КСМ, все остальное, все, тебе пошлины. Китай, вот это Бессент пересказывал с этих переговоров в Стокгольме с китайской стороной, Китай четко дал понять, смотрите, это наша внутренняя политика, внутренний суверенитет, сколько, у кого, какими темпами, объемами, количествами, ну и так далее, мы покупаем те или иные ресурсы. Это наш суверенитет. Для американцев это понятный язык, потому что, ну, для вот этой элиты. Потому что они понимают, что они тоже пришли на теме суверенитета Америки, МАГА, ну и так далее. Однако, смотрите, тут двоякая ситуация, палка о двух концах. Право продолжать войну и принимать решения там, по войне для России, это становится, ну так получается. Если через 9 дней ведут какие-то санкции, моя версия, что ведут какие-то, ну, такой очередной пробник, а потом Трамп скажет, ну, видите, я сделал все, что мог, вот вам санкции, вот вам, вот Европа, давай разбирайся, покупай у меня оружие для Украины, сейчас там они фонд какой-то, вот 100 миллиардов пытаются, ну, там создать, да, для выделить. В общем, европейские страны будут просить у Еврокомиссии 100 миллиардов для Украины на оружие, но эти деньги идут Трампу, ну, все понимают. У России просто выбора не останется, как воевать дальше. Ведь в этой дипломатической игре с китайцами, ну и вот то, что мы видим, да, на геополитическом уровне, все приходит к тому, что россиянам только продолжать воевать. И там продвигаться, где-то терять, где-то приобретать территории, терять людей, строить новую технику, развивать свой ВПК. То есть Россию вот это решение Трампа, пока это ультиматум, но если это перерастет в решение, будет заставлять продолжать, ну, драться. И Китай, который смотрит как бы из-за спины на Европу, из-за спины России, ну, географически имеется в виду, он тоже понимает, потому что активизировалась ситуация с Тайванем, да, вот эти заявления, вот эти все, скажем, ну, зона напряженности. Он тоже понимает, что нужно быть готовым драться. И, ну, Трамп не дурак, он это понимает. Поэтому вот главный вопрос, да, то есть, а не является ли вот это вот нагнетание, накачка вот этой эскалации просто красивой игрой, когда одномоментно, условно, там, 3 сентября или через 9 дней нам выйдут и скажут: родненькие, спасибо, война окончила. Вот как ковид кончился, так выйдут и скажут: все, мы закончили. Даже и не сказали, просто все отменили. Просто сказали. Мы, получается, может, мы просто до конца не понимаем вот ну, эту стратегию вот этого всего. Вот смотрите, просто же мир трясет. Цунами, землетрясение на Камчатке, там, японцы 900 тысяч человек отселили, там, птицы улетают от западного берега США. В конце концов, инопланетяне же прилетят с нами воевать, вторгаться на Землю. То есть чем заниматься глобальным элитам. Есть ли вариант быстрой остановки, быстрого переформата, быстрого переключения в 39 дней? Как вам кажется? Есть только с Божьей помощью. С учетом вот той так называемой элиты глобальной, с учетом тех фигурантов, которые мы видим и обсуждаем, чего-то быстрого, толкового, ответственного, результативного и положительного ожидать — это не научная фантастика. Вы говорите, а зачем вообще-то продолжать воевать, что они хотят добиться? В чем смысл? Смысл очень даже серьезный. Если ты знаешь их цели и задачи, что они хотят от этого получить, то сразу становится понятно, что для достижения целей Америки на территории России, для получения такого же самого контракта на 50% всех же недр плюс Арктику,
плюс все остальное, им нужно меньшее количество боеспособности, меньшее количество населения, меньшее количество сопротивления для всего этого. Как сделать количество и бойцов, и населения меньше? Бросаем их хворост войны и помогаем этой войне сгореть там побольше. Практически аналогичное положение и с Лондоном. Им нужно для усвоения меньшее количество украинцев. Украина прекрасная по возможности, если она будет без украинцев. Неважно, как они сами себя определяют, русскими, украинцами, неважно чем. Чтобы меньше местных было. Чтобы меньше местных было. И те, которые остались, были в таком ужасе, что они будут уже готовыми слушаться каждого и любого, ну, чтобы они стали халуями. Им нужны законченные, напуганные, зашуганные халуи. И если война будет продолжаться, производство такого статуса и количества зашуганных халуев, оно способствуется и увеличивается. Потому что буйные, модальные, патриотические, они сгорают в этой войне, они идут сражаться. Их туда бросают, и они оттачивают военное мастерство. Ну, как вы только что сами сказали, они уже к смерти относятся настолько равнодушно, что им пофиг, даже если она и к ним обратится лицом и скажет вот так косой. Ну, вот так оно идет. А Китай всегда был единственным только союзником только Китая. Никаких других союзников у них нет. Да, Ван Yi достаточно жестко высказался с этой, скажем так, не очень разумной дамочкой под названием Кая Каллас, достаточно любезно и категорически ее отщил. И если Америка будет действительно делать определенные запреты и заставить Китай соблюдать 18 или 188 пакет санкций, Китаю ничего не стоит попросить Россию вот эти газопроводы из Сила Сибири сделать небольшой крючок так, в сторону Северной Кореи. Северная Корея является получателем вот этого, а Китай закупается у Северной Кореи. И все дела, и все санкции соблюдены. Это не так далеко, кстати, потому что если посмотрите на трассы вот этих газопроводов, они недалеко от точки соприкосновения там с Северной Кореей. Сделать такой закуток небольшой, ну, большого труда не составит, особенно если объединить силы и России, и Китая в этом инженерном сооружении. Китай по поводу инженерных сооружений доказали, что могут сделать хоть под землей, хоть в воздухе. Это для них уже небольшая проблема. Они, да, действительно могут и под землей это засунуть, и тогда никто это не увидит. Из космоса будут наблюдать то, что на Земле, а то, что под землей, никто это не увидит. И даже возможно, что они уже над этим работают. Видите, я такую подсказку сделал. Поэтому Китай – дело китайское. Китай к этому будет относиться по любым другим образом, кроме как те, которые мы привыкли, обсуждаем и предполагаем, потому что мы люди, ну, скажем так, европейского, скажем так, склада мышления, европейского. Как бы ни говорили в России, что мы, понимаете, или другие цивилизации различные и прочее. Ну уж извините, до Владивостока все люди рассуждают, как рассуждают люди в Восточной Европе, как люди рассуждают в Европе. До Владивостока дело такое. До Сахалина даже дело такое. Азия там начинается с Японии, там с пролива, там с другой стороны, где Хоккайдо. А до Владивостока, до Камчатки и до Сахалина народ практически европейский. Ну, там с местными особенностями, с этнографическими особенностями, да, есть, спора нет. Ну, уж извините, общая картина именно такова. Так что Китай не будет разрывать вот эти отношения с Соединенными Государствами Америки, пока у Китая не будет, и с Европой, пока у него не будут возможности чем-то как-то это заместить, а у них нет возможности это заместить. Кстати, есть достаточно интересная войнушка, которую сейчас закатили уже 5-6 день Камбоджа с Таиландом. Это тоже китайское длинное эхо. То, что происходит в Мьянмаре уже с 2021 год, 2 февраля, когда началось, это тоже не длинное эхо, это прямая тень Китая. То есть Китай относится к этим сопредельными государствами, где его интересы имеют право и значение и так далее, очень даже ощутимо, как доменная печь. Как был Иран для Сирии, Иран для Ливии, Иран для хуситов, для йеменских хуситов, Иран для шиитов в Афганистане и Иран для шиитов в Ираке. То есть также Китай относится и ко всем этим сопредельным государствам аналогичным образом. Поэтому Китай дело китайское. Китай это дело отдельной тематики. Залужный будет хорошим президентом? Залужный будет хорошим президентом с точки зрения британцев.
С точки зрения украинцев, я думаю, что его популярность, если на первых порах будет, ну так, люди всегда привыкли принимать что-то новое, скажем так, с определенным опломбом, с определенным доверием, которое все еще не отработано, ну, фаванс, что называется, ну, по истечению меньше 100 дней, я думаю, меньше 56 дней, те, которые сейчас недовольны Зеленским, будут ровно так же, если не сильно больше, недовольны и Залужным. Но на случай, если Залужный выиграет эти выборы. Потому что у британцев есть как минимум 2, может быть, и больше фигурантов-кандидатов. И у американцев есть как минимум 2, может, и больше фигурантов-кандидатов. И кто, у кого и как получится, это вопрос договоренности между британо-американцами. Ну и некоторые там имитации какой-то президентской гонки. Там баллотироваться, воевать, там сражаться, обзываться. Стадион так стадион. Ну, дальше по списку. Вы это уже видели много раз. Просто смотрите, я почему так спрашиваю. На народ плевать. А народ заявил, что он хочет. Он самоорганизовался. Они сейчас лопатами идут бусификаторов встречать надежным образом. Ну, уже сейчас. Это 1,5 года. Сколько людей там уволокли, как собаки, как бешеные, убивали, избивали на глазах у всех. Народ что захочет, то и получит. Народ что заслужит, то и получит. Мой народ в том числе, с которым я, к сожалению, на сегодняшний день сильно не горжусь. Болгарским я имею в виду. Пока народ не самоорганизуется и не отвоюет, не поймет сначала свои интересы, а потом не самоорганизуется для защиты своих интересов и не самоорганизуется для того, чтобы требовать со своих слуг народа, ну, по-настоящему слуг народа, что они должны выполнять, если нет, то могут быть уволены по высшей процедуре из высоких этажей без парашютов, что называется. Пока народ не заявил, что он хочет и как он собирается этого добиться, народ это что-то в насыпном состоянии. На самом деле это даже не народ, это население. Я даже дерзну использовать более такой жесткий термин, ради которого меня в Болгарии сильно не возлюбили, скотонаселение. Если ты ведешь себя как скотонаселение, тебе найдется чабан. Причем тебе найдется чабан, который не только на лужайке будет тебя выводить, и от волков охранять, и так далее, и песенки тебе на волынке там и играть, а будет в забой отправлять. Не только доить будут, не только стричь, в забой будут отправлять. Так что, если народ ведет себя не как скоту населения, а как народ разумный, активный, требовательный, взыскательный, ну, ребята, зайцы думали, что это у них секс и романтика, оказывается, их просто разводили. Ну, если не взяться за умы, то как? Поэтому любая война – это война умов. И любая война, для того, чтобы она происходила по внешней воле, это война против умов обычных людей. Потому что если эти умы не будут засорены вот этими титаническими средствами массовой рекламы, агитации, дезинформации, в вашем случае это как марафон или там телемарафон, там, который капает на мозги, производит из мозговой субстанции фекальную субстанцию, и народ даже не знает, что происходит, кто виноват и что делать. Но если ты не знаешь, кто виноват, то ты не знаешь, что делать. А если не знаешь, что делать, то, соответственно, ты и жертва. А если ты ведешь себя как кусок мяса, всегда найдется хищник, который тебя съест. Ну, все. Если ты не хочешь быть субъектом, понимаете, есть наши идиоты болгарские, я имею в виду, очень хотели попасть в клуб богатых, в еврозоне, в Евросоюз и так далее. Я вам говорю, вы вообще-то дебилы конченые, нет? Вы понимаете, что да, вы будете на этой трапезе, мы будем там на этой трапезе, но не будем в качестве сотрапезников, а в качестве кусочки мяса, котлеты в тарелках этих же субъектов, потому что у нас субъектности нет и никто не собирается ее отдавать. Кто спрашивает котлету? Ты хочешь, чтобы мы тебя пожарили, в холодильник подержали, или, может быть, сварили, или там забили молотком? У котлеты никто не спрашивает. Спрашивают у тех, которые сохранили свою субъектность. То есть сначала нужно отвоевать свою субъектность, то бишь суверенитет. Так Чем бы это ни стоило. Так смотрите, тут же очень... У кого отвоевать? У колониальных халуев, которые являются колониальной администрацией. Банков это колониальная администрация. Это не выбор народа. В Москве то же самое, в Софии то же самое, в Румынии то же самое. Причем они наглядно нам показали, если кто-то другой прорывается к этим органам власти, они ему запрещают, выборы отменяют и производят выборы, пока будет произведен выбор того, кто они одобрили в качестве колониального администратора, который местные ошибочно воспринимают как наш президент. Слушайте, президент это вообще-то такая функция, это исполнительный директор другой чужой воли. И в Америке это так. Они выполняют волю Федеральной резервной системы, не американского народа, хотя американцы вроде бы голосуют.
Почему в Великобритании нету президента? Почему в Голландии нету президента? А почему нету президента в Дании даже, в Швеции, в Норвегии, в Монте-Карло, да, в Монако? Почему нет президента-то, а? Интересно. В Ватикане почему нет президента? Потому что это монархии. А монархии кто определяет, кто монарх? Ну, акушерка. Из какой утробы и достала, правильной утробой, она демократическим выбором говорит, вот это следующий, это самое. Да, папы там выбирают, там немножко другая ситуация, но тоже монархия. Тоже монархия. Специфическая, но очень такая теократическая, на 1,5 миллиарда монархия мира, которой вообще-то политические границы мира не интересны. В вечном городе Риме, городе на 7 холмах, как и Киев, как и Пловдив, как и Москва, как и Константинополь, на 7 холмах все это. Поэтому у кого надо понять, что те, которые мы воспринимаем сейчас ошибочно как наши, это анти-наши, это против нас, это чужая злая воля против нас. Если они владеют хорошо местным языком, это не означает, что они наши. Это означает, что это иностранные наемники, которые хорошо владеют нашим местным языком, но которые выполняют внешнюю чужую злую колониальную волю против нас. Слушайте, сколько войн было между украинцев и русских времен Советского Союза? Много войн. Сколько? Очень круглое число. А почему? А государство такое большое, общее. Родина у всех общая. А общая защита, общие предки, общая культура, общий язык, все общее. Зачем воевать? Чей Крым? Чей Донбасс? Чей это самое? Азовсталь чей? Нет. Нет. Все было общее. И грузинам, и чеченцам, и ингушам, и якутам, и эвенкам, и малым другим народам. Всем. И поморам. Всем. И никто нигде не чувствовал себя ограниченным. Ты везде можешь быть человеком, и за тобой стоит не просто партия, а все государство следит за тем, чтобы твои человеческие интересы по справедливости не были ущемлены. Был это товарищеский суд. Да, даже в комедиях это было «Диамантиная рука». Вот это там Нона Мордюкова. Она представитель как именно вот этого, мягко говоря, народного всевидящего ока, потому что тогда что скажут люди, это имело огромное моральное сдерживающее значение. То есть общественная мораль, они пытались ее иронизировать, ничего иронического там нет. Когда человек считается с мнением людей, то он становится богобоязливым, и он начинает таким образом соблюдать 10 Божьих заповедей, даже если он не в состоянии их пересчитать. И для тех, которые не знали эти 10 Божьих заповедей, написали моральный кодекс коммуниста, который удивительным образом совпал с этими 10 Божьими заповедями. Они говорили, что вроде бы православие религия опиум для народа, но народ-то православный, российский, все российские, общероссийский. И для того, чтобы народу было понятно, моральный кодекс коммуниста списали с 10 Божьих заповедей. И тогда народу все стало понятно, и сказали за Родину, за Сталину на Берлин. Все. И взяли же Берлин. И переломали хребет. А сейчас убивают друг друга. Встал бы Гитлер, Сталин с гроба своих и посмотрели бы, что происходит, наверное, оба пристрелили бы и себя. Не друг друга, а себя бы пристрелили, увидев то, что сейчас происходит. Ну, Пламен извините, Пасков. опять лирическое Да, отклонение. Пламен Пасков был моим собеседником сегодня. Благодарю вас за время и мысли. Спасибо вам огромное. Всех благ всем. Друзья, братья, сестры, товарищи, не друзья, дамы, господа офицеры и все остальные непьющие. Выключите, пожалуйста, телевизоры, включите мозги, и все у вас приложится. Всего вам доброго, будьте с нами, продолжение следует. Напишите в комментариях, что думаете, особенно про финальную часть нашей сегодняшней встречи с Пламеном. Берегите себя, добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.